Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Прежде чем мы начнем очередной наш агрогороскоп, прошу вас, подписывайтесь на наш канал обязательно, а также делитесь нашими видео с другими людьми, с друзьями, родными, с близкими. Пусть у них тоже получается плыть спокойно на гребне волны, а не против ветра. Пусть ветер вам будет всегда в спину. Комментируйте, а также ставьте лайки. Конечно же, предлагайте и задавайте вопросы. А сегодня у нас агрогороскоп с 26 по 28 октября 2021 года. Время убывающей Луны в знаке Рак. Московское время. И еще одна информация важная. Мы находимся и живем, и трудимся на юге Украины, город Измаил, юг Одесской области. Но несмотря на это, мы составляем агрогороскопы для всех жителей планеты Земля, для разных стран. Поэтому вы переводите время свое с помощью интернета, находите по московскому времени свои лучшие продуктивные периоды для трудов. Итак, начнем агрогороскоп с 25 октября. Это время близнецов. И этот день практически, это и близнецы, стихия воздуха, плюс 17 часов 13 минут и до конца суток Луна без курса. Естественно, посевы никакие не проводим. С рассадой тоже поосторожнее. А вот в саду хорошо проводить санитарную обрезку. И еще раз напоминаю, по обрезке не увлекайтесь. Лучше обрежите весной то, что уже останется после этой интересной, увлекательной зимы. Ну и готовьте растения к зимовке. Там, где уже вот-вот зима в полную силу будет наступать, пожалуйста, первичное укрытие в близнецах. Это очень хорошо делать. Далее в знаке стихии воды лучше не укрывать, лучше пройти этот период во льве сделаете. Потому что если вы в стихии знака воды, вот в раке укроете, запарка, много воды будет под этим укрытием, и растения могут погибнуть. Зеленые операции в этот период в знак стихии воздуха очень хорошо проводить, и убывающая луна. Для цветов, для открытого грунта очень хорошо делить корневища. Ну и напоминаю, поливать нельзя, польете буквально через день. Разделили, обрезали и посадили. И не забывайте, уже почти завершается время посадки луковичных весенних цветов. Для комнатных цветов актуальна защита от вредителей и болезней, а также зеленые операции. Для поливов и подкормок сейчас не время, этот день пропускаем. Зато собираем урожай, делаем консервацию, сушку, заморозку, любые заготовки, а также закладываем на хранение. Все прекрасно это будет храниться. А вот квашение капусты, яблок и грибов лучше не проводить, потому что будет в это время очень мало влаги, и капуста становится сухой, яблоки жесткими. Ну, если вы будете мариновать грибы, собрали, особенно опята, они будут хрустеть. Это очень вкусно получается. Я это знаю, мы этим занимались. Если сейчас вырастут грибочки, тоже можем приготовить. Но поехали дальше, отвлеклись. У нас 26 и 27 будут чистые энергии. Стихия воды – это рак. Луна будет в знаке Рак, убывающая луна в знаке Рак, значит, можно сейчас сеять семена редиса в теплицах. Ну, а в теплых странах можно и в открытом грунте. И какие-то другие корнеплоды, теплые страны, я просто даже название ваших корнеплодов не знаю. Пожалуйста, сидираты в теплицах тоже можно выращивать. Для теплых стран открытый грунт. И, естественно, хорошо проращивать семена для приготовления витаминных салатов. Это вот 2 дня. 26-27 можно вот такие посевы делать. Рассада любая высаживается. Овощи, цветы, все, что у вас готово к посадке, высаживайте. Особенно актуально для тепличников, которые занимаются выращиванием овощей в отапливаемых теплицах и теплые страны. Для сада хорошо поливы, уборка сада и посадочные ямы вот эти 2 дня.
Вот зеленые операции в знаке стихии воды, в знаке рак не проводим. Это опасно для растений. Растения могут подхватить какой-нибудь вирус, грибковое заболевание и затем через год-два погибнуть. Это очень сейчас распространено. Цветы, поливы тоже подкормочки и посадка цветочной рассады. Сейчас много предлагается различные рассады. Пожалуйста, покупайте, делитесь, обменивайтесь и высаживайте. Хорошее время как раз в знаке рак. Комнатные цветы очень хорошо, поливы, подкормки, вот посадка тех листиков, которые укоренились, или же побегов, перевалка, пересадка, все это актуально и все это делается успешно и эффективно. Поливы и подкормочки очень хорошо. И для цветущих растений учтите эту подсказку. И те цветы, которые готовятся к цветению, обязательно и полейте, и подкормочку. Вот сейчас очень хорошо под корни давать именно все питательные вещества. Что касается заготовительных различных работ, вот они у нас 2 дня, мы будем делать такой выходные 2 дня и еще часть следующего дня, 28-го, никаких заготовок, сбора урожая для длительного хранения. Если вы хотите просто на стол десерт себе какой-то, или же просто овощи собрать, это для теплых стран актуально и у кого теплицы, да, это для еды хорошо, но для заготовок, для консервации, для закладки на хранение и для квашения капусты, яблок это время не подходит. Очень быстро квасится, разлазится эта капуста, слизнет и невкусная получается. Поэтому пропускаем вот эти важные дни, займемся вот то, что мы можем делать. А вот 28 октября у нас очень интересный день в плане того, что здесь до 12 часов 7 минут еще будут энергии стихии воды, а затем начинается энергии стихии льва, то есть огня. С 12 часов 8 минут уже вот это актуально будет. Плюс очень интересный день с 9 часов 4 минут и до 12 часов 7 минут Луна без курса. Да, еще и переход Луны из 3 в 4 фазу. Представляете, какие это энергии, что будет происходить? Естественно, переход Луны из одной фазы в другую – это стрессовая ситуация. Поэтому ничего не сеем, ничего не высаживаем из рассады. Не пересаживаем, не высаживаем. В саду только проводим уборку, но вот можно после 13 часов уже укрытие теплое делать. Это там, где есть необходимость. Но не спешите, ждите, пока растения должны подготовиться к зимовке. Созреть должна древесина окончательно, чтобы она не запрела. Будьте аккуратны. И вот это можно уже там, где было минус 5, минус 8, там уже можно укрывать. И это можно делать лучше всего и обязательно после 13 часов. Знак стихии огня. Будет сухое растение, не будет загниваний. Зеленые операции пишу на весь день не проводим. Почему? Во-первых, это половина дня знака стихии воды, далее переход Луны из 3 в 4 фазы. Не делаем никаких обрезок ни на каких растениях. Для цветников уборка цветника очень актуальна, если хорошая погода. Если нет, просто отдыхаете. А для комнатных цветов защита от вредителей и болезней. Это актуально у очень многих. Поливы бесполезны с 10 часов. Утром еще можете полить, а затем во льве наши растения, клеточки не принимают абсолютно никакой энергии воды. Они вообще воду не воспринимают. Поэтому и подкормки в это время не проводим. Ни под корень, ни внекорневые. А вот с заготовками, вот сбор урожая, заготовки сами, консервация, сушка, заморозка и закладка на хранение, можно это начинать с 13 часов дня. С 13 и до конца суток. Квасить капусту, яблоки не рекомендуется. В это время получается не только сухая вот эта капуста, которую мы накрошили, нарезали, насекли, но и она еще и горьковатая. Яблоки очень жесткие получаются. А вот такой у нас агрогороскоп.
А теперь постоянная рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 26 по 28 октября 2021 года. Рассмотрим 25 октября в Близнецы убывающая луна. Печка в знаке стихии воздуха можно растапливать, но снова с небольшого количества дров начинайте, чтобы пробить вот эту пробку, которая находится у нас в дымоходе. Стрижку волос проводим, красим волосы, но старайтесь в дни стихии воздуха всегда использовать различные такие щадящие краски. Есть сейчас очень хорошие краски, они, правда, дорогие, но можно их использовать в это время. Мытье волос тоже очень хорошо. А очистка кожи продолжается до момента уже, когда будет время наступать черной луны. Мы обязательно об этом скажем. Ремонт в это время обязательно проводим. Проветривание вещей тоже очень хорошо. Рукоделие, конечно, в знаке Близнецы никак не вяжется, никак не шьется нормально. Ветреное такое настроение. Стирка, плохо отстирываются пятна. Проверено, даже убывающая луна. Ну, можно чуть-чуть перенести на другой день, то есть на 26-й, и будет все хорошо, получится с этими пятнами разобраться до конца. Уборка тоже хорошо проводить, особенно где-то очень, если грязные какие-то места, кухня, это супер время, можно убирать. А вот 26 и 27 мы сейчас вам расскажем более подробно, но я хочу сразу же по вашей просьбе поговорить о здоровье. Напомню, что близнецы отвечают и в это время уязвимы вот такие органы: бронхи, трахея, плевра, легкие, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, вегетативная, нервная и дыхательная системы. Так как это у нас в основном, видите, бронхи, легкие, будьте внимательны, обязательно одевайтесь потеплее и не перегружайте себя какими-то работами, чтобы не быть мокрым, потным, потому что ветерок, сейчас как раз такая погода, чтобы вы не простудились. Время такое, что нужно этот момент учесть. Далее, очень важно в это время также обратить внимание на пищу. Пища должна быть часто и небольшие порции. И даже нельзя в это время, казалось бы, что да, можно овощи, зелень, но вот исключите в это время щавель и шпинат. Никак не идет это дело у нас в этот период для наших органов пищеварения. Что можно в это время? Сою, орехи различные, зеленый горошек, редис, мак, кунжут. Видите, это такие очень важные мелкие, вот мак, кунжут, зерна, которые очень полезны в это время для нашего организма. Используйте кунжута сейчас много, да, и мак продается. Миндаль очень хорошо, укроп, гранаты есть, цветная капуста, сельдерей. Кукуруза очень хорошо в это время различная. Из нее можно мамалыгу приготовить, очень полезно сейчас. И в этот период близнецов пшеница здесь можно, и хлеб, и сдобу в это время есть. Все нормально пройдет, и тело, но снова же очень маленькими порциями, но часто. Ягоды различные. Вот здесь можно использовать различные мясные блюда, но это больше птица и не жирная. Далее рассмотрим вот этот период в знаке Рак. Очень важный период и очень такой сложный, на который нужно обратить внимание. Если мы там раньше могли топить печку хорошо и заниматься другими делами, то смотрите, печку в знак стихии воды. Если особенно первый раз растапливаете, не растапливайте, пропустите. Если же несколько дней было пропуска, тоже лучше пропустить. Если теплая печка, думаю, что с маленького небольшого костра в печке или же в камине, дымоход теплый, пробка отсутствует, еще не образовалась, можно растопить. Но лучше в это время, чтобы не было дыма, просто пропустить растопку печки. Стрижка волос. Нет, не проводите в Раке. Покрасить волосы тоже не советуется, потому что знак стихии воды и плохо красится, и для тела очень плохо. Лучше пропустите.
Мытье волос тоже пропускаем. Ну, естественно, если не красим, не моем, это тоже связано друг с дружкой, вот эти события. А вот очистка кожи, вот это у нас продолжается, будет продолжаться вот до момента, уже почти до новолуния. Ремонт. Не красим, не белим, не клеим ничего. Лучше пропустить эти дни, потому что будете переделывать. Проветривать вещи нельзя, потому что наберется много влаги. И рукодельничать в это время. Если что-то начинали, есть вот такая монотонная работа, еще как-то оно получается, но все время почему-то переделывать потом надо. Но зато, смотрите, можно стирать и убирать. Вот это замечательное время, убывающая луна в знаке стихии воды. Отлично все получится. Генеральную уборку себе планируете, замечательно все получится. А теперь я очень прошу вас обратить внимание на здоровье и на важные в это время какие-то советы и питание. В это время в знаке рак уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная система. В это время, так как у нас грудная клетка в первую очередь берет удар на себя в это время, обостряются астмы, простуды, ларингиты, пневмонии, заболевания щитовидной, вилочковой желез. Особенно многих, кто болеет ревматизмом, очень сильно вот эти проколы и очень дает о себе вот это заболевание, ревматизм. Ну, естественно, для того, чтобы вот это пройти, не простужайтесь и постарайтесь в это время не нагружать себя в открытом грунте, в открытом пространстве, прошу прощения, агрогороскоп сюда попадает. Постарайтесь не дышать холодным воздухом, меньше находитесь сейчас в холодных садах или на прогулках. Ноги должны у вас быть теплее, и все тело должно быть теплее. Что нужно? Ну, естественно, нужны травяные чаи. А еще, так как у нас и пищеварительная система здесь страдать будет от наших перееданий, поэтому легкая пища должна быть, салаты из отварных овощей или рыбы сюда добавляйте, травяные чаи, овощные супы, ржаной хлеб. Здесь, вот видите, в знаке рак уже исключаем белый хлеб. Морепродукты различные, если есть речная рыба, морская рыба, капуста, картофель, отварные, топинамбур, морковь, свекла, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, миндаль, фисташки, кокосовые орехи, экзотические фрукты, вот они появились, их много, мандарины, апельсины, помело, бананы и так далее. Нельзя переедать в это время, нельзя допускать агрессию и перепады настроения. Нельзя, кстати, в этот период знака рак молочные продукты. Очень тяжело переносят молочные продукты наши органы пищеварения. Не ешьте сейчас сырые овощи. Не увлекайтесь этим делом, все должно быть отварное. Не ешьте холодную еду и не пейте, естественно, холодные напитки. Это очень и очень важно, поэтому обратите внимание именно на вот эти моменты. Это уже близко, знак рак 26-27, поэтому, пожалуйста, обратите на это особое внимание. Будьте здоровы, мы вам желаем открыто, от всей души, от всего сердца, чтобы вы были здоровы, поэтому так внимательно изучаем этот вопрос, испытали уже на себе и знаем, когда что, как поберечь себя и какое меню составить. 28 октября. Здесь, конечно, день, казалось бы, переходной, но вот эти энергии, смотрите, грудная клетка и здесь, естественно, они будут наслаиваться, и сейчас мы об этом поговорим. Но прежде всего мы посмотрим на те дела в доме, которые мы можем делать. Так вот, топить печку очень хорошо будет с 13 часов. Утром пропускаете, вот после 13 часов, пожалуйста, будет гореть стихия огня, лев тем более, отлично. Далее, стрижка волос, это супер время с 13 часов. Лев, это просто шикарные прически получаются, стрижки, прически. Далее, покраска волос,
с 13 часов можно. Но у меня просьба к вам, снова же знак стихии огня. Можно красить, но использовать для этого вот эти различные сейчас есть чадящие с травами, различные покраски, краски. Пожалуйста, не красьте чисто химическими красками, они просто-напросто ваши волосы сгорят. Поэтому используйте. Да, они дороже, но они дают хороший эффект. Мытье волос с 13 часов. Очистка кожи продолжается. Ремонт с 13 часов. Красьте, белите, клейте, тоже все хорошо получится. Проветривайте вещи. Хорошая погода, солнце, ветер. С 13 часов выносите. Будут сухие вещи. Набираться прекрасного, чистого, вот этого осеннего, и где зима и мороз, вот этого аромата. Очень вкусное, обалденное вот такое состояние, когда выносишь одеяло и подушки и заносишь, потом спишь, как будто бы новорожденный. Вот это время с 13 часов в знаке стихии огня прекрасно все получается. Рукоделие с 13 часов, вот здесь начинаем вязать, шить. Да, с утра еще эти энергии начнут вас готовить к этому. Не сопротивляйтесь, после обеда начинайте. Вот в знаке стихии огня плохо отстирываются пятна. Поэтому постарайтесь всю стирку провести утром до 12 часов, чтобы у вас все было хорошо отстирано. Уборка отлично проходит в это время, потому что очень хорошо тоже убирается все. Вот вы можете просто-напросто генеральную уборку провести в эти дни, 26-27, а в этот день просто натирайте стекла. Очень красиво получается, чисто блестят зеркала, стекла, все это шикарно получается. Ну вот мы пришли к тому моменту, что касается здоровья, это очень важный период. В это время очень слабое место в нашем теле, самое слабое место – это сердце. И, естественно, оно уязвимо больше всего. Уязвимы аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, сердечно-сосудистая система. В это время практически сердце как будто бы сходит с ума. Обратите внимание, весь день прямо с утра вот этот переход будет этих энергий, и это заранее будет ощущаться. Импульс льва заставляет петь систему кровообращения. Теперь, благодаря положению Луны в знаке Лев, система кровообращения поет в нашем теле сольную песню. От воздействия стихии огня сердце просто сходит с ума, так я и написала. Оно бьется в это время сильнее, заставляет человека обратить особое внимание именно на него и на то, чем оно управляет. Ну, а управляет лев сердцем, аорта, артериальной системой, то, что я вам сейчас назвала. И в это время следует обратить внимание на всю систему сердечно-сосудистую. Если у вас больное сердце, вы начинаете ощущать вот эти напряжения еще вот за день-два, то есть еще в знаке стихии воды, в знаке рак. И это всегда ощутимо и бывает очень сильно ощутимо. Поэтому заранее уже готовьтесь к этому. И поэтому, пожалуйста, физические нагрузки в это время просто-напросто убирайте. Да и здоровому человеку в дни льва следует избегать перегрузки в работе, особенно если это труды в огороде, в саду, в теплице. Да, дачники и огородники, зная о знаке лев, эту информацию перенесите утомительную физическую работу на другие дни. Если пренебречь вот этими подсказками, то можно иметь проблемы со здоровьем. Назову обострение заболеваний в дни стихии огня во льве. Это инфаркт, приступы аритмии, стенокардия, брадикардия, тромбоэмболия в мышцах. Ну что, в это время очень часто многие просто-напросто страдают бессонницей. Тоже нужно нам такое съесть, чтобы помочь нашему сердечку в это время, чтобы вся наша сердечно-сосудистая система работала как часы. Ну, в первую очередь нужны продукты, в которых много протеинов, а также витамины D и C. Соки, травяные чаи.
из каш пшено, овсянка, гречка и рис. Вот эти основные сейчас очень нужны, будут в дни знака Лев, вот эти продукты. Очень хорошо. Витамин С есть в цитрусовых, есть где у кого есть актинидия, киви, лимоны, ананасы, кабачки еще у многих есть, фасоль, горох, грецкие орехи, подсолнечник, рыбопродукты, морепродукты, печеный картофель, зелень, хурма есть сейчас. Из овощей очень хорошо морковь. Очень классные такой продукты для того, чтобы хорошо работала сердечно-сосудистая система. Вот такое сегодня у нас агрогороскоп и Луна для дома и для здоровья на период, когда Луна будет находиться в знаке стихии воды, в знаке Рак, и за день до этого периода и после этого периода, для того, чтобы мы с вами могли подготовиться и организовать свое питание, естественно, на высшем уровне, чтобы наш организм не чувствовал вот эти переходы и различные проблемы с разными органами в разные периоды. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами, желаем вам всем крепкого здоровья, в здоровом теле, здоровый дух, благодатной погоды и до новых встреч на нашем канале.